Всем доброго времени суток, вы на канале Геймпедия, и сегодня мы поговорим о такой игре, как Stalker 2. Всем известно, что эту игру ждали практически все, вернее, они надеялись, что она когда-нибудь выйдет. И вот свершилось. Чему же стольким игрокам хотелось увидеть эту игру, а затем и сыграть в нее? Тем, кто играл хотя бы в одну из культовых частей Stalker, ответ на этот вопрос весьма очевиден, ведь это очень атмосферные игры с неплохим сюжетом, захватывающим, иногда даже пугающим окружением. А также не стоит забывать, что игры серии были выпущены украинской компанией, то есть нашими земляками, отчего ожиданий становится еще больше. После успешного релиза трилогии Stalker 2 начала разрабатываться уже в 2010 году, но из-за проблем внутри компании разработка второй части была остановлена на неопределенный срок. И вот через целых 8 лет Stalker 2 снова анонсировали. На презентации игр для Xbox Series X был представлен официальный трейлер игры. В его начале студия якобы открывает для нас дверь или же путь в игру. Еще в начале показываются места у чертового колеса или же колеса обозрения, а также подземные туннели, которые уже присутствовали в предыдущих частях игры в Припяти, а подобный туннель также являлся переходом в саму Припять в части Зов Припяти. Все выглядит достаточно мрачно и атмосферно, на нескольких следующих кадрах присутствует артефакт, похожий сразу на несколько других из других частей серии, например, Гравий или Золотая Рыбка. Впрочем, это может быть как новая модель старого артефакта, так и нечто совершенно новое. Далее мы уже видим бегущих собак, вероятно, это стая весьма распространенных слепых псов. Не забываем, что атмосферности также добавляет погода, которая лишь нагнетает всю обстановку. После чего нам показывают эффектное срабатывание всем известной электро с последующим переключением уже на воронку, с висящим в ней артефактом. Следующие моменты трейлера отправляют нас уже к забытому Сидоровичу и заставляют поностальгировать о прошлом, ведь именно в этом поселении сталкеров он разбил свой скромный магазин. Завершающие кадры трейлера показывают сталкера, идущего к высоковольтным башням. Можно предположить, что это выжигатель мозгов или что-то новое, напоминающее его. А прежде чем мы перейдем к новому разбору, напишите в комментариях, как вы думаете, будет ли это ностальгическая локация во второй части, а будет ли там Сидорович или хотя бы напоминание о нем. Уже на мероприятии E3 2021 года компания порадовала будущих игроков новым, на этот раз уже геймплейным трейлером. После уже знакомого нам пути в зону через открытые двери с названием самой компании нам сразу показывают группу сталкеров у костра под музыкальное сопровождение обсуждающих какое-то выполненное главным героем задание. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. После чего кадр сразу же меняется на подготовку оружия и с самого начала этого задания. Именно с этого момента нам начинают показывать боевую составляющую геймплея игры. Туда входит анимация присоединения глушителей к пистолету-пулемету, известному в предыдущих частях игры под названием Гадюка 5, сама стрельба, подбор предметов, смена оружия и присоединение прицела. Стоит обратить внимание на то, что манипуляции с глушителем и прицелом происходили без отрыва от основной игры. В остальных же частях дополнительное оборудование присоединялось через меню инвентаря. Также замечу, что отдача у обоих представленных оружий практически отсутствует, что явно является минусом, так как не соответствует реальности. Под продолжающиеся обычные для сталкеров разговоры, трейлер продолжает демонстрировать геймплей игры в такт самих разговоров, указывая на то, что главный герой подкрепляет свои слова рассказами из собственных походов по территории зоны, после чего нам намекают на то, что в аномалии лучше не залазить, при этом демонстративно разрывая плоть внутри нее. Если вдруг кто не знал, плоть — это один из видов мутантов в серии игр. Судя по трейлеру, они будут присутствовать в этой части игры, вероятно, как и многие другие полюбившиеся или не очень обитатели зоны. Пройдя мимо смертельно опасной аномалии, мы уже видим привычные болты для проверки аномалий, а заодно и новый детектор артефактов, указывающий на расстояние с помощью звука, а также числового значения на нем. Скорее всего, это самый первый доступный детектор в игре, который еще не способен показывать нам визуальное расположение артефактов на экране. После фраз о разнообразии зоны я стал еще больше надеяться на то, что игроков с каждым игровым, а заодно реальным днем локации, геймплей и сюжет игры будут радовать все больше и больше. Затем мы уже видим нового персонажа игры, который может оказаться местным техником, судя по обстановке в комнате, и достаточно тесно взаимодействовать с игроком. Правда, вот его последующее поведение оставляет желать лучшего и чем-то напоминает действия антагонистов серии игр Far Cry, что ставит под сомнение адекватность персонажа. Хотя, учитывая то, что происходит в
зоне, и именно такое поведение может оказаться даже самым нормальным. В следующих кадрах один из сталкеров у костра упоминает, что закончил музыкальное училище, что говорит нам о том, что в зоне могут находиться самые разные люди. Надеюсь, нам расскажут их истории и причины попадания в такое неблагополучное место, причем достаточно интересным образом. А после сцены с кровососом и забавным подколом у костра, ныне веселый сталкер вдруг задумывается и достаточно грустно выдает фразу о дружбе, которую можно представить как то, что в таком месте как зона поставить ради наживы, репутации или же выживания может абсолютно каждый. Так что хорошие отношения явно стоит ценить, и настороже придется быть всегда, что сделает и без того мрачную игру еще более атмосферной. Перед нами предстоит еще один новый персонаж, обсуждающий задание со Скифом. Именно так зовут нашего персонажа. Исходя из диалога, мы понимаем, что этот незнакомец пытается защитить зону, только еще непонятно от кого, да является ли это на самом деле защитой. Причем, скорее всего, заказчик был хорошо знаком с целью этого задания, ведь он не хотел его смерти. Возможно, они даже были друзьями. Его дальнейшее поведение кажется довольно безумным и напоминает членов группировки Монолит, которые также фанатично следовали своей цели. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф, я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Далее кадр снова сменяется, нам показывают гаусс-пушку, которую нам уже приходилось пользоваться в других частях, разве что анимация зарядки стала более живой. При выходе Скифа из полуразрушенного здания, либо же моста, что нельзя полностью точно сказать, мы снова видим высоковольтную башню, уже показанную нам в официальном трейлере игры. Геймплейный трейлер заканчивается уведомлением, пришедшим на КПК Скифа и великой, известной всем любителям серии, фразой «Удачной охоты, сталкер». Что же у нас есть на данный момент? Достаточно атмосферная обстановка, опасные аномалии, хорошая графика и интригующий сюжет. Анимация во время боя достаточно схожа с предыдущими частями, что совершенно неплохо, разве что отдача подкачала. В остальном все достаточно уверенно смотрится. Если вы подумали, что на обзоре трейлеров ролик закончится, вы оказались неправы, так как у меня есть в запасе еще пару интересных вещей, о которых не каждый мог слышать. Ходил слух, что российский рэпер, известный как Моргенштерн, будет тестером Stalker 2, при этом фанаты серии были крайне недовольны этим. Долгое молчание компании-разработчика еще больше подливало масло в огонь. И все же представители компании официально опровергли все слухи по этому поводу. Спустя достаточно короткий промежуток времени украинские геймеры начали возмущаться по поводу названия игры, ведь неправильно указали название места событий. По их словам, отличие заключается всего в одной букве. Вместо Чернобыль нужно говорить Чернобыль, то есть через букву О. Это было связано с тем, что в Украине город называется именно так, поэтому именно такой вариант написания должен присутствовать в названии игры. На возмущение игровой аудитории разработчики ответили тем, что такое название было требованием компании Microsoft, выступающей издателем игры. По их словам, так игра будет более атмосферной. И последним на сегодня будет весьма забавное, а как по мне даже глупое сравнение Stalker 2 с другой относительно недавно вышедшей игрой. Причем это сравнение должно было плохо повлиять на будущий релиз. А игрой, с которой шли сравнения, является печально известный Cyberpunk 2077. И первым пунктом является то, что обе игры создаются славянскими разработчиками. По-моему, проблемы бывают у любых компаний в любых играх. Например, Ведьмак 3 хоть и вышел с кучей багов, но со временем исправил большинство из них и является крайне популярной и успешной игрой даже сегодня. Далее идет так названный долгий путь создания, что значит, что компании уделили крайне много времени разработке этих игр. Тут уже все зависит от того, чему именно уделяли время разработчики. Например, время, затраченное на прописывание сюжета и создание новых анимаций, уходит с пользой, но если создать сначала текстуры, то спустя несколько лет в связи с прогрессированием видеокарт, процессоров и игровых движков, эти самые текстуры придется переделывать, на что тоже уйдет время. Так что в данном пункте все зависит от рациональности использования времени. Третья причина для сравнения это то, что обе игры были показаны на конференции Microsoft. Я даже не могу подобрать подходящее слово, чтобы описать то, насколько это бред, ведь на E3 анонсируют множество игр, значит все они тоже должны быть неудачными. Далее сюда же притянули достаточно хорошие трейлеры игр. В случае с Киберпанком по сути вообще не было геймплейного трейлера, так что такое сравнение уже неуместно, так как геймплей Stalker 2 мы
мы уже видели даже в этом ролике. Притом я не отрицаю, что все эти трейлеры были классными, просто они разные и их в принципе нельзя сравнивать. К тому же было бы странно, если бы у AAA проекта был посредственный трейлер. Уже пятым пунктом сравнения является слишком ранний предзаказ, ведь он устанавливает конкретную дату выхода игры, и появляется вероятность того, что разработчики попросту не успеют доделать игру вовремя. И с одной стороны, в переносе даты выхода нет ничего страшного, но все же желающие сыграть пораньше начнут возмущаться по этому поводу. Самой бредовой причиной для названия Stalker 2 вероятно плохой игрой является то, что дату выхода поставили на апрель. Ну серьезно, разве хоть когда-то конкретный год, месяц или день плохо влияли на выход игры? Тут уже проблема явно в самой игре, а не в дате ее выхода. Следующей причиной для недоверия к Сталкеру является заявленный мультиплеер. В случае Киберпанка из-за возникших многочисленных проблем обещаний попросту не сдержали. Некоторые фанаты серии Stalker считают, что с мультиплеером Stalker 2 может случиться то же самое, ведь на презентации игры о нем даже не было ничего сказано. Ведь последним пунктом является отсутствие в PS Store. Киберпанк был убран оттуда из многочисленных багов, на данный же момент его уже восстановили в магазине. Stalker 2 же с самого начала будет отсутствовать в PS Store. Конкретная причина для этого неизвестна, как и то, появится ли игра там вообще. И последнее, о чем я скажу, это про зубы персонажей. В Киберпанке разработчики показывали с помощью этого детализированность редактора персонажей. В Сталкере же компания показывает проработанность моделей в целом. Ведь зубы в играх это явно не первое, на что обращают внимание, но даже они отлично прорисованы. Как по мне, этот пункт это лишь придирка к проработанности моделей, то есть подозрение хорошего в плохом. Зачем везде искать подвох? Лично я даже не задумывался о подобном сравнении, пока не увидел его. На этом ролик подходит к концу, мы еще увидимся здесь, а пока что можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий по интересующему вас вопросу или же просто для оценки видео, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.